Как много блюд из тыквы вам известно? Более того, как часто вы готовите тыкву? Прикупив по случаю вот такую вот тыковку, я решил приготовить в ней плов. Для плова нам понадобятся сухофрукты, изюм белый или черный, я буду использовать белый, курага. Курага — это сушеный абрикос, который славится своими полезными качествами. В странах Востока до сих пор соблюдается традиция дарить курагу молодоженам. И, конечно же, чернослив. Итак, друзья, я Герман Авербух, и я рад приветствовать вас на канале «Готовим с любовью», и мы начинаем. Для начала вырежем верхнюю часть тыквы, которая потом послужит нам крышкой. Аккуратно вырежем содержимое тыквы, так, чтобы не поранить стенки. Сделав несколько надрезов, лучше всего использовать большую ложку для того, чтобы вытащить все содержимое тыквы, не задев и не поранив при этом стенки тыквы. Для этого плова я буду использовать длинный рис. Существует несколько сортов длинного риса. В Израиле, к примеру, есть рис басмати, есть хиш, есть таланский. Все это длинные сорта риса. Я думаю, что длинные сорта риса лучше всего подходят для сладкого плова. Итак, промыв хорошенько рис, как мы уже говорили, промываем его 7 раз, отвариваем его в отдельной кастрюле до 10 минут, до полуготовности. Тем временем замочим изюм в воде. Во-первых, для того, чтобы его промыть, во-вторых, немножко его смягчить. Как вкусно! Также для плова нам понадобится мясо. Конечно, сладкий плов можно сделать без мяса, но я без мяса не могу. Я буду использовать голяшку барана. Тыковка у нас небольшая, следовательно, и мяса нам нужно тоже немножко. Друзья, этот ролик, конечно, может быть намного короче, но очень хотелось передать вам атмосферу, чтобы вы поучаствовали во время приготовления этого блюда. Мясо нарезаем небольшими кусочками. Соль и перец добавим еще до того, как мясо попадет на сковородку. Отправляем мясо на раскаленную сковородку. Обжарив со всех сторон, добавляем специи. Я буду использовать кумин, он же зира перемолотый, марокканская сладкая паприка, она же копченая паприка, куркума и молотый чеснок. А для того, чтобы специи раскрылись еще лучше, добавим немножко оливкового масла. Но в этом моменте я просто хвастаюсь своей новой камерой. Вот какое красивое мяско у нас получается. Как вы уже, наверное, успели заметить, я не использую лук в этом плове, так как плов у нас сладкий. И морковь я не использую. Вместо моркови у нас будет тыква. Итак, поджарив мясо до полуготовности, до красивого цвета, погружаем его в тыкву на самый нижний слой. Следом за мясом в тыкву отправляется рис. Как я уже говорил, рис мы варили до 10 минут, до полуготовности. Если вы немного не угадали со временем и рис у вас приготовился намного раньше, то переложите его в другую посуду и немного остудите. Сверху на рис положим размягший уже изюм и чернослив. На курагу, к сожалению, места у нас не хватило, но мы ее и так съедим.
Спасибо, что смотрите это видео. Ставьте лайки, если вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Я обязательно их прочитаю. А нам осталось накрыть тыкву крышкой, замотать ее фольгой и отправить ее в печь. Друзья, если у вас, как и у меня, нету настоящей печи, можно использовать все, что под рукой. Это может быть духовка, это может быть тандыр, это может быть яма, просто засыпанная углями. К слову, готовить эту тыкву можно где угодно и как угодно. Главное было бы желание. Я, к примеру, буду использовать свой новый керамический мангал, который будет служить мне как тандыр. Важное замечание: если вы делаете это на мангале, то обязательно положите камень, для того чтобы не было прямого огня на тыкву. Отправляем тыкву часа на 4. Готовность будем проверять по мягкой оболочке тыквы. Друзья, прошло 4,5 часа. Думаю, самое время вскрывать оболочку. Ох, какой запах! Вот какая красота у нас тут получилась. Переложу-ка я тыковку в более подходящее блюдо и начну ее раскрывать. Друзья, признаюсь вам честно, тыкву я готовлю в первый раз и явно чуть-чуть ее передержал. Хотя, может быть, так оно и должно быть. Рис получился роскошный, рассыпчатый. Его бы, конечно, еще полить шафраном, но шафрана у меня не оказалось. Вкус обалденный. Тыква придала плову неописуемый вкус. Друзья, я повторюсь, рис, как вы видите, получился рассыпчатый. Изюм и чернослив внесли свои вкусы в этот плов. Ну а сейчас самое время для мукбанга. Для дегустации я позвал своего сына. Я уже говорил, что такой плов в тыкве готовлю впервые. И интересно будет узнать мнение моего сына. Как вы видите, дегустация прошла успешно. Итак, друзья, подытожим. Для приготовления этого плова нам понадобилась тыква. Исходя из размеров тыквы, подбираем все остальные ингредиенты. Рис, мясо, я использовал баранину, изюм и чернослив. Курага, к сожалению, у нас не поместилась. Кушаем мы с пылу жару, поэтому плов очень-очень горячий и тяжело его глотать. Даниэль не знал, что продолжается съемка, и только сейчас заметил горящую лампочку на камере. Друзья, готовьте с любовью, готовьте вкусно. Я, Герман Авербух, желаю вам крепкого здоровья и до встречи в следующих роликах. Оставляйте свои комментарии под роликом. Подписывайтесь на канал, если вы до сих пор этого не сделали. И ставьте лайки, если вам это нравится. До новых встреч!